Я вам сейчас буду показывать кадры, которые вы, скорее всего, видели. Это атака на Киев в октябре прошлого года. Вот мост пешеходный знаменитый, в который попала ракета. А это фотография одной из разбомбленных ТЭЦ на западе Украины. Видите, здесь видно хвост ракеты. Киев бомбили такими же. Это Х-101. А вот, собственно, и момент запуска этой ракеты с российского бомбардировщика. С добрым утром, Зеленский! Этот тип крылатых ракет регулярно используется для обстрелов Украины. Ими разрушены сотни жилых домов. Делает их конструкторское бюро «Радуга». Это часть корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших систем ракетных Х-101. И вот этот снимок вы точно видели. Желтая кухня, на столе миска с фруктами, в раковине на плите стоит посуда. А вот этот дом разбомбленный. Это январь этого года, там погибло 46 человек. В дом попала ракета Х-22, тоже разработка тактического ракетного вооружения. Такая же ракета попала в торговый центр в Кременчуге. А вот это недавно совсем, Умань. 23 человека погибли, 6 детей. В их дом попала ракета Х-101, тот же производитель. А это запускают гиперзвуковую ракету «Циркон». На вооружение ее вроде как поставили в этом январе. Путин лично. Аналогов ему нету ни в одной стране мира. Считается, что «Циркон» может нести и ядерный заряд. В 2018 году во время послания Совета Федерации Путин показывал устрашающие мультики. Там на Америку летела боевая часть комплекса «Авангард», который якобы умеет обходить все существующие системы ПВО. Это просто фантастика. Все это тоже разрабатывает корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Один из крупнейших оборонных холдингов в стране и мире. В него входят 40 заводов, конструкторских бюро и предприятий. Они разбросаны по всей стране. 50 с лишним тысяч сотрудников. По идее, если верить Путину, это и есть наш щит, гарантия безопасности, символ силы и могущества России. Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. Но на самом деле для путинских чиновников это в первую очередь никакой не щит и не символ, а сотни миллиардов выручки от оборонзаказа, государственного бюджета, который они бессовестно разворовывают. Я в Праге, в столице Чехии. Я веду себя максимально осторожно, потому что я в центре недружественного государства. Сейчас уже мало кто вспомнит, но Чехия была первой европейской страной, которая в этот список угодила. Не очень понятно, в чем его смысл, но вот тогда главными злейшими врагами России обозначили два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехию. Ну, в общем, надо быть начеку. Мало ли что. Чехия затеяла опасные исторические игры. Последствия Прагу, судя по всему, не пугают. Но на самом деле списки и списками, но Чехия стала мишенью для российской пропаганды достаточно давно. Лавров заявлял, что Чехия встала на русофобские рельсы. А что делало чешское правительство предыдущие месяцы? Запрещало все русское. Маргарита Симонян рассказывала страшную историю о том, что из чешских семей могут изъять малолетнего ребенка, если эта семья не поддерживает Украину. И не будет у вас больше дочки. Вот так, прямо, в центре Европы. Ну, а в передаче «60 минут», передаче Попова и Скобеевой показывали кадры замерзающих, бедных чешских школьников, которым приходится во время занятия сидеть в одеялах. В общем, ужас. Загнивает Европа, русофобия, все как обычно. Русофобские лозунги, выкрикиваемые активистами, оскорбительные плакаты и кетчуп, выливаемый на стены российского диппредставительства. Ну и есть еще слон в комнате. Это НАТО. Чехия присоединилась к альянсу вместе с Венгрией и Польшей еще в 1999 году, четверть века назад. И все это время Чехия была важным, полноценным членом НАТО. С первых дней войны в Украине они поддерживают и поставляют туда технику. Танки, бронетехнику, боеприпасы, вертолеты, система ПВО. Так еще и несколько месяцев назад в Чехию избрали нового президента, который мало того, что генерал армии, так еще и в прошлом возглавлял военный комитет в НАТО. То есть был там главным военным во всем альянсе. В общем, мурашки по коже. Здесь все и НАТО, и поддержка Украины, и русофобия. В
глазах Путина, очевидно, Чехия – это злейший враг, страна, от которой исходит реальная угроза. Тем интереснее, что мы делаем здесь, в логове врага. Нас интересует вот то здание выше по улице, старое, красивое четырехэтажное здание. Мы подойдем к его входу и посмотрим поближе. В Праге, как правило, на всех домах есть такая специальная табличка, список, звонок и имя, кто здесь живет. Ну или название фирмы, если они здесь арендуют офис. Давайте посмотрим поближе. Вот нужная нам дверь, а вот список звонков. Самый первый номер. Альтера и Риомакс. Это название двух фирм. Нам понадобится реестр фирм в Чехии, чтобы узнать, кому эти юридические лица принадлежат. И окажется, что это некий россиянин, Ростислав Зориков. Скажу вам больше. Если посмотреть в кадастровом реестре, то выяснится, что все это здание принадлежит тому же самому Ростиславу. Приобретение на самом деле достаточно дорогое. Здание можно оценить миллионов в 6 евро. Ну что, давайте знакомиться, что за Ростислав Зориков такой. Зорикова. Зорикову Ольга Зорикова. Зорикову Зорикова. Да, самые преданные зрители нашего канала могут помнить, что фамилия Зориков тут уже звучала. Ростислав Зориков – это зять главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, муж его дочери. В этом ролике, которому уже почти 5 лет, Навальный рассказывал о типичной схеме распила на оборонке, о том, как семья главного российского ракетостроителя Обносова на этом ракетостроении и ворует. Пусть нас власти обвинят в непатриотичном поведении. И пусть нам скажут, что мы русофобы. Но мы все равно покажем эти секреты. В чем тогда была история? Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» или КТРВ – это крупнейший российский оборонный холдинг, производящий ракеты и авиабомбы. Они сами отсчитывают свою историю аж с 1924 года. Во время Великой Отечественной войны там разрабатывались приборы и оборудование для фронтовой авиации. В 50-е начали проектировать ракеты. Конструкторские бюро, заводы по всей стране. Сегодня это все существует как холдинг, где есть 40 разных предприятий. Этот холдинг создали в 2003 году, и тогда его возглавил Борис Обносов. То есть 20 лет он на этой должности. Прямо вот конкретный человек, на плечах которого много лет лежит обороноспособность России. Что является вашим личным достижением на этой должности? Во-первых, я удержался 20 лет, это уже большое достижение. Обносов, естественно, доверенное лицо Путина на выборах. Он отчитывается перед ним лично, работает таким лицом российского ракетостроения. Мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, наверное, так сказать, основная наша ниша авиационные средства поражения. Выступает по телевизору, показывает разработки Путину и Медведева водит с экскурсиями. Во-первых, будем двигаться по пути повышения интеллекта. 1,5 года назад Обносову дали Героя России. За большой вклад в укрепление обороноспособности страны присвоено Борису Обносову. Среди разработок корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ее возглавляет Обносов гиперзвуковая ракета «Циркон». И он очень четко двигается вместе с линией партии. 90-е годы, вы сами знаете. Вот уже недавние снимки. На фоне плаката «Своих не бросаем» он рассказывает что-то школьникам. А корпорация его начинает выпускать специальный агит-листок «Z-Вестник». Это направление работы, я считаю, одно из главнейших. Или вот этот свежий публичный припадок Медведева, помните? Распад Евросоюза или Америки – это худший вариант или нет? Или это просто бесславная кончина наших врагов? Он там грозит ядерным апокалипсисом, как обычно. Это все происходит на одном из предприятий КТРВ, а наш Обносов сидит в первом ряду. И как это всегда с путинскими чиновниками бывает, Обносов бессовестно ворует. В его случае на обороноспособности страны. В 2018 году, благодаря расследованию Романа Анина из «Новой газеты», стало известно, что у КТРВ есть специальная фирма, через которую проходят все закупки нужных им комплектующим. Миллиарды рублей. Эту фирму выбрал и назначил сам Обносов. И выяснилось, что 20% этой фирмы принадлежит его родной дочери Ольге Зориковой. И я считаю, если вот такая семейственность продолжается, это только на пользу, это не коррупция. Семейная династия оборонщиков во втором поколении, подумают некоторые. Династия именно на таких предприятиях, как наши, это гордость страны. Но нет.
Дочке Обносова, когда она стала крупнейшей подрядчицей российской оборонки, было 23 года. И работала она в то время визажистом и парикмахером. Она занималась свадебными прическами. А комплектующие для ракет поставляла, видимо, в свободное от причесок время. Ну, может быть, прически хорошие, но почему? Десятки миллиардов рублей военно-промышленного комплекса должны проходить через контору какой-то непонятной девицы. Это если вкратце пересказ. Там на самом деле гораздо больше и хуже. Дочь Обносова и ее муж Ростислав Зориков вели еще кучу мутных схем. Чудесным образом им доставалось за бесценок имущество тактического ракетного вооружения. Они отстегивали себе проценты за поставки и так далее. В общем, традиционный путинский коррупционный ад и беспредел. Детишки дорвались до оборонных бюджетов. Я считаю, что это достойный пример, в общем, для других предприятий тоже. Это было чистым преступлением и тогда, 5 лет назад. Но, согласитесь, сейчас контекст поменялся. Тогда это все делалось для общей обороноспособности, для защиты рубежей от гипотетической угрозы. Ракеты эти в мультиках путинских в основном использовались. А теперь каждая из них – это новые трупы каждый день. Наша продукция крайне востребована для ведения специальной военной операции. Тот старый наш ролик назывался «Как путинские ракеты превращаются в альпийские шале». Этот мы можем назвать почти так же. Только годы спустя ракеты стали превращаться еще и в пентхаусы, Роллс-Ройсы и Ламборгини. И снова не в России. Без этого никуда не деться. Давайте заново познакомимся с нашими героями. Итак, семейная пара Ольга и Ростислав Зориковы. Она дочь главного путинского советника по ракетам. Сейчас она работает в агентстве по организации семейных событий Family Key Club. Я сама не очень понимаю, что это такое, но вот в своем инстаграме через 1,5 месяца после начала войны Ольга Зорикова пишет, что хочет нести добро, красоту и тепло в эти темные времена. А что случилось, хочется спросить? Может быть, отец ее знает? Я как разработчик и изготовитель высокоточного оружия должен обеспечивать своевременное поступление моих изделий Министерству обороны. А конкретные результаты применения, они, наверное, и вы должны обращаться это к нашему заказчику. В общем, она работает в неком агентстве, которое может организовать свадьбу, семейный праздник, спланировать отпуск или пригласить на мастер-класс. Вот, например, такое их мероприятие – аромазнакомство. Ароматерапевт проводит диагностику, а психолог с помощью энергетической практики создает магию момента и помогает девушкам погрузиться в ароматы и найти их смыслы. Это огромная работа. Ничем другим Ольга Зорикова не занимается, нигде больше не зарабатывает. Понятно. Ее супруг Ростислав Зориков тоже, на первый взгляд, обычный совсем парень. Сейчас ему 37 лет. Учился он в полиграфическом, потом в МАИ. Он никакой не бизнесмен и не олигарх, не подумайте. Если бы мы не знали из прошлого расследования, как они воруют на оборонке, можно бы было даже сказать, что Зориков живет скромно. В России у него есть всего одна фирма. Она поставляет печатное оборудование. Они ничего не зарабатывают. Ну вот, например, посмотрите, утечка из налоговой 2020 года. Здесь видно его доход. За весь год Зориков официально заработал 447 тысяч рублей. То есть 37 тысяч рублей в месяц. Тем удивительнее его хобби. Вот прямо никаких объяснений не могу ему найти. Ростислав Зориков увлекается коллекционированием очень дорогих автомобилей. Тут есть свои нюансы, допустим... В этом же 2020 году, когда он заработал 447 тысяч рублей за все время, у него в собственности были Jaguar F-Pace, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Phantom и даже бронеавтомобиль на базе Toyota. Думаю, что какую-то роль он явно должен выполнять. Ему хватило денег, чтобы докупить еще Packard, Mercedes S-класса и броневик Tiger. Общая стоимость этих автомобилей – 77 миллионов рублей. И в этом же году его супруга, даже не владелица, а просто сотрудница ивент-агентства, купила Bentley Bentayga, Porsche 911 Carrera и Hummer. Это еще 26 миллионов. Это не коррупция. Что? Спросите вы? И правильно сделаете. И это малая часть их автомобилей.
Когда мы обнаружили этот автопарк, мы подумали, что это какая-то ошибка, сбой базы. Ну или, может быть, у них есть собственный тайный автосалон, и они гоняют эти машины на продажу. Но нет, это, друзья мои, семейное хобби. И это легко подтверждается, если поискать Ростислава Зорикова на профильных форумах автолюбителей. Вот он рассуждает, что собирался брать Феррари, но случайно купил BMW i8 и Porsche Panamera. Экий конфуз. Постит фотки своего Роллс-Ройса. Вот он в Минске на Ламборгини, за ним бегут дети. Ребятам определенно понравилась машина. Еду. Вот он катается где-то в Альпах на Ламборгини с московскими номерами. Ламба вернулась на родину. Чисто случайно купил себе Роллс-Ройс. Пишет на форуме Ростислав, зять уже пойманного на коррупции ракетостроителя Обносова. Ну, с кем не бывает, Ростислав, очень сочувствую. Вот он с тем самым Паккардом. Несколько раз он жалуется, что машин у него стало слишком много, и они уже не помещаются, ему их приходится продавать. С учетом того, что я практически король на дороге, меня это мало волнует. Ростислав, зарабатывающий официально 37 тысяч рублей в месяц, имеет привычку покупать новый автомобиль под сезон года. Но вот у вас есть ботинки зимние, а есть летние, а у него также только со спортивными машинами. Каждое лето новенькое, то BMW Z4 кабриолет, то один Porsche летний, то другой. И если ему нравится какая-то марка автомобиля, он просто скупает весь модельный ряд. Все перечислять, всего не помнишь. И изучая этот бесконечно длинный список зориковских машин, там их около 50, мы обнаружили интересный экземпляр. Очередной Rolls-Royce, на этот раз Ghost, который он страховал в Москве, но номера при этом у автомобиля иностранные, чешские. То есть не в России эта машина постоянно находится, она для Европы. Ну что, давайте искать, где ее могут прятать? Решил сэкономить на растаможке, поэтому я решил купить ее в Германии, поставить ночью в Чехии и приехать кататься здесь с такими номерами. Я не знаю, следите ли вы за телеграм-каналом главного ястреба ядерного апокалипсиса Дмитрия Медведева, но если нет, вот его суть. Ракеты. Весь мир он собирается уничтожить ракетами. Украину – ракетами. Всех, кто поддерживает Украину – ракетами. Это его основной, главный аргумент. Вы должны меня слушать, потому что у меня ракета. По телевизору на самом деле все плюс-минус то же самое. Там у них просто слюни текут, когда они обсуждают подлетное время ракет к европейским городам. Ну вот, например, до Парижа им 200 секунд, а до Берлина 106. До этого места на западе Праги, я думаю, что получается секунд 90. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны. Как обидно и как досадно, наверное, будет создателю этих ракет, если одна из них угодит вот прямо сюда, в элитный жилой комплекс «Панорама». Ведь именно тут мы нашли очередную семейную недвижимость ракетостроителя Обносова. На этот раз это 140-метровый пентхаус с потрясающим видом на зеленые просторы, при этом совсем недалеко от центра Праги. Мы можем прямо внимательно рассмотреть, где и как обосновались наши герои. Вот квартира, которая по документам принадлежит Ростиславу Зорикову. А если верить надписи на звонке, то проживает здесь и его супруга Ольга, дочь ракетостроителя Обносова. К 140 метрам помещений прилагается дополнительная и великолепная терраса такого же размера. Согласно плану, в квартире есть 3 спальни, 3 санузла, 50-метровая кухня-гостиная, а на террасе предусмотрены лежаки для солнечных ванн, обеденный стол и сауна с джакузи. Такая квартира стоит почти 26 миллионов чешских крон или 95 миллионов рублей, около миллиона евро. Дом был построен в 2017 году, так что обосновались они тут совсем недавно, не побоялись сунуться в недружественную страну, такие смельчаки. В этом же доме у них есть еще одна квартира. Она оформлена на отца Зорикова, Андрея. 71 квадратный метр. Она стоит в пересчете на рубли почти 23 миллиона. Но это еще не все. Тут же у Зориковых есть 6 парковочных мест в подземном гараже. Казалось бы, зачем так много? Но зная страсть этой семьи к спортивным машинам, понятно, что и 6 мест им мало. Тем более Ростислав уже начал переоформлять часть своих машин из России в Чехию. Этот район вообще семье Зориковых явно очень приглянулся. Совсем недалеко у Ростислава есть еще одна квартира с парковочным местом. У нас даже договор на его покупку есть с печатью и с подписью, все официально.
А еще в 200 метрах есть квартира у младшего брата Ростислава, Даниила Зорикова. Как хорошо. Все члены семьи обеспечены чешскими прописками. Их логику я понимаю прекрасно. Но что, очень удобно. Воруешь себе на оборонзаказе, пилишь потихонечку. Отец, и тесть, занимается ракетостроением. Создает ракеты, которыми сейчас убивают тысячи мирных людей. Ну а ты тачки коллекционируешь. Или праздники организуешь, или какие-то фестивали и мастер-классы личностного роста. А если что не так, очень удобно. Можно раз и сорваться сюда, в Прагу. А здесь уже все готово, все куплено, все ждет. И даже на двери написано, что здесь живут приличные пан и пани Зорикова. Это так впечатляет. Что я не понимаю, это почему чешское правительство ЕС до сих пор этих Зориковых сюда пускает. У них глава семьи – настоящий военный преступник. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» находится под санкциями. Они участник войны в Украине. И в другом случае можно было бы сказать, вот дети за отцов не отвечают, за родителей не отвечают, это все разные истории. Но в нашем-то случае Зориковы исколотили свое состояние на подрядах корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В общем, мы будем жаловаться везде, где можем. Мы напишем во все чешские ведомства и в полицию обязательно, и в МИД. И будем требовать ввести санкции личные против Зориковых и Обносовых и всех фирм, которые у них здесь есть. Ну и, конечно же, еще будем требовать провести проверку и узнать происхождение денег, которые они здесь тратят, происхождение средств, которые они инвестируют в покупку элитной чешской недвижимости. Надеюсь, что все это закончится тем, что, по крайней мере, эту семью больше в Европейский Союз пускать не будут. Это здорово. И идеи-то хорошие. У меня к вам большая просьба. Вы наверняка знаете кого-то, кто искренне поддерживает войну. Может быть, даже воюет, мобилизован или на контракте. У всех у нас есть знакомый или родственник, который убежден, что да, в стране есть коррупция, в стране воруют, но все-таки Путин поднял с колен оборонку. Путин делает нашу страну сильной, действительно защищает от происков Запада. Покажите им это видео. Спросите, что они думают про то, что пока россиян отправляют на убой, пока мобилизованным на теплую одежду собирают всем миром, семья главного ракетостроителя, героя России, скупает десятками спорткары. Не зарабатывая ничего официально, покупают себе пентхаусы за 1 000 000 евро в Праге, ездят туда, живут там, хранят деньги во вражеской стране НАТО. Спросите, может, они думают, что Путин не в курсе? Не могут же они сказать, что это нормально? Напишите в комментариях, что вам ответят. Потому что мы все-таки не конфеты делаем. Возможно, у вас есть знакомые, которые работают прямо в корпорации «Тактическое вооружение». У них предприятия есть и в Дубне, и в Рязани, в Таганроге, в Смоленске. Покажите им это видео. Спросите, сколько они зарабатывают. 40 тысяч, 50, и это если повезет. А дочь их директора в перерыве между ароматерапией покупает себе Порше и Хаммеры. Я уже даже не упоминаю квартиры в Москве. У нас что ни патриот, что ни оборонщик, то миллиардер. А как по-другому? У Зориковых та же ситуация. 2 квартиры вот в этом прекрасном ЖК в центре Москвы. 177 метров, 112 метров, стоит 300 миллионов. Вы где 300 миллионов взяли? И в этом случае мы прекрасно знаем, где они взяли. На ракетостроительных подрядах. Можно бесконечно долго рассказывать по телевизору про ядерный пепел, писать в Телеграме про подлетное время ракет и угрожать цирконами и искандерами. Путин и его чиновники считают, что это патриотизм. Они говорят нам, что умереть в бессмысленной, агрессивной войне, сгнить в поле где-нибудь под Бахмутом – это патриотизм. Что делать и запускать ракеты по жилым домам, по детям – это тоже патриотизм. Но это все неправда. Патриотизм – это не воровать у своей же страны. Патриотизм – это высокие зарплаты учителям, врачам, достойные пенсии. Патриотизм – это когда каждая жизнь имеет значение и высокую цену, и людей нельзя отправить в военную мясорубку. И сказать о том, что вашу страну захватили воры и военные преступники – это тоже патриотизм. Поэтому не молчите. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.